давай, давай. Давай, сейчас еще раз будем записывать. Всем привет, у нас жара 30 градусов. Сейчас иду пробовать купаться на севере Ботники. Вряд ли что-то получится, но не эта тема разговора. Поговорим сегодня о том, почему не V8 1000 лошадиных сил, а всего лишь R500. Поговорим на эту тему. Быстренько пробежимся по тому, чем основывается фирма, выбирая именно такие машины, почему именно такая кабина, почему было V8, а стало R, почему, и почему мы с вами, как водители, хотим, чтобы была 1000 лошадиных сил и кабина размером с частный дом, но руководство выбирает вот это. Наверное, для многих не секрет, что существует у каждой марки своя фирменная команда аналитики, я не знаю, команда целая по разработке, по менеджменту, по всякой вот этой вот фигне. Scania не исключение, Volvo не исключение и еще много других шведских и не только машин. И в данном случае, конкретно на этом примере, на вот этой машине, Scania проводит анализ. То есть у нее есть заказчик, предположим, в данном случае SAO Auto, которая ездит, постоянно пользуется их машинами, делает предзаказ и так далее и тому подобное. Scania проводит анализ и на каждый следующий заказ предоставляет его руководству фирмы. Прошел срок, пришла новая аналитика, собрали данные, что согласно вашему тоннажу, который вы перевозите, километрам, которые вы перевозите, рельефу, по которому вы ездите, вам подходит вот такой вот двигатель. Соответственно, этот двигатель дешевле, этот двигатель проще, этот двигатель легче обслуживать. Вот и ответ, почему не S520 или V8, там, Turbocharger 1000 лошадиных сил. Ну и вот, значит, представьте, ездили мы с вами на 8 двигателях S520, большая кабина и прочее, прочее. Почему? Потому что клиент постоянный, сравнительно большой. Ну и я думаю, там была замешана какая-либо рекламная кампания. Что-то вроде пробы, что-то вроде скидки, что-то вроде первой партии по хорошей цене. Ну и практика показала, что реально эти машины были вот очень сырые, прям очень сырые, куча проблем. Начиная от внутреннего холодильника для продуктов, заканчивая теплотой кабины, если так можно выразиться, и работой вентиляции на пассажирском месте, точнее обдува, обогрева на пассажирском месте. И это я еще только так бегло перечислил. Ну и ДПФ-фильтры, которые накрывались на 150 тысячах полностью под замену. Теперь пройдемся по кабине. Я буду вставочки тут всякие делать красивые. Почему такой бомж-вариант? Деньги. Все. Другой причины нету. И это еще скажите, что это спасибо, что это не Ивеко. Тут хотя бы шахта, и она относительно невысокая. На нее встаешь и башкой в потолок не бьешься. И не падаешь вниз, как в колодец на водительское или пассажирское сиденье. Ну, это если так в сравнении. Конечно же, комплектация совсем простенькая. Там даже лестницы на спальник нету, на самом деле. И еще одна объективная причина, которую можно узреть, характер работы. Вот я сейчас опять, как бы вот машина стоит, а я сам в домике. И поэтому, скажем так, в ней я беспрерывно провожу, ну, 1,5-2 недели максимум. Наверное, может быть, из-за этого они решили, что R-кабины будет достаточно, и она сэкономит кучу денег. Тоже можно понять. Цена на топливо и прочее. Аспектов много. Есть фирмы, я уже говорил, которые чисто коммерческие, чисто заточенные на бизнес. SAO это, в принципе, такой довольно-таки классический пример. Поставлено на поток зарабатывание денег, реинвестирование в новые машины, в новую технику. Прицепы покупаются регулярно новые. И, соответственно, это уже стратегия фирмы, от этого никуда не деться. Либо же вам повезло, скажем так, возможно, чуть больше, и вы попали в некий семейный подряд, где 4-5 машин, и где хозяин работает не на коммерцию, а на достаток. Ему хватает, значит, и при том раскладе, если у него V8 и жрет там, предположим, 40 литров, ну, образно говоря, да, или же
S-кабина, которая стоит дороже, и у него водители все свои работают и не парятся. Подкрылки уже вытерлись, смотрите. Это беда Scania. Если подкрылки стоят на ленивце, им приходит довольно-таки быстрая хана. Так что, ребята, все упирается в довольно-таки простую математику, финансовую и стратегическую. Какой фирма курс взяла, того она будет придерживаться. И если мы с вами хотим V8, ну, значит, увы. Scania сказала, R500 подходит. На этом все. Посмотрим, как она себя зимой поведет. И еще, ребята, про Scania, что я хотел сказать. Коробка передач. Scania, мать вашу. Ну неужели за столько лет вы не смогли придумать нормальную коробку передач, которая была бы адекватна ко всем двигателям вашей линейки? Ну что это такое? Я хочу нажать на газ и сделать кикдаун, как у вас в инструкции написано. А вы что? А вы включаете это только завтра. Вот это вот работает только завтра. Это как? И когда ты переключаешь передачи, когда она переключает передачи, особенно на старте, ты каждый раз бьешься лицом об руль, потому что она просто с коневоды, ну согласитесь, просто вот переключает передачи, в момент затыка ты просто вот так вот проваливаешься вперед. Ну где такое видано вообще? Даже на старой гидротрансформаторной муфте у меня на Хонде такого не было. Проконсультируйтесь с Volvo, что ли. Смешно, конечно, но все-таки. Постарался быть максимально сжатым, понятным и внятным. Всем пока. Жара капец.